Что у нас сегодня интересного, ты расскажешь? Я сегодня сделала открытие, которое хочу посмотреть в эфирном плане. Потому что я по косвенным признакам разоблачила, что проект «Цельнозор» — это кремлевский проект, это секта, которая имеет все признаки секты. Но я об этом сегодня не буду говорить. Э, Это отдельное видео. Ты же знаешь, что я разоблачитель сект. Да? Я, будучи в секте свидетелей Иеговы, сама разоблачила с помощью моей подруги, тоже психолога, разоблачила, что это секта, созданная по конкретному заказу Мгм. определенных, скажем так, сил людей. Вот. Сегодня тема тоже не об этом. Сегодня тема о том, что я увидела эти все признаки. Их можно насчитывать 20 основных признаков тоталитарных сект. То есть сект, которые, естественно, кто-то предпринял создать. Все процессы на Земле, на планете Земля, они просто так не возникают. У кого-то было намерение. И есть косвенные доказательства того, что Илья Мамаев, скажем так, на службе у Кремля. Почему у Есть. меня возникло это подозрение? Во-первых, много сект возникали именно в Украине. Например, Белое братство. Это было тоже проект Кремля. То есть оно, моя подруга была в этом Белом братстве, я ее оттуда вытаскивала, потом работала с ней и так дальше. Много жертв тоже были от этой секты. Вот. После этого совсем недавно уже их называли «черное братство». То же самое. Лидер этого братства чуть не бил жену или там 11 ножевых ранений в голову и сам выпрыгнул. Вот. Характеризуется это тоже характерные признаки этой секты. Ну, люди буквально с ума сходят. Да, это жесткий контроль, использование догм своих, ну и так дальше. То же самое можно наблюдать и в действиях Ильи Мамаева. То есть использование символики, это тоталитарный контроль, это культ его личности. Никто не имеет права ему и слова сказать. Потом черный пиар. Он защищает себя, свою идеологию черным пиаром. На меня там насочинял уже и на других людей, которые его разоблачали, кучу типа разоблачительных видео и так дальше. Потом использование меня что интересует именно? Это мы все будем говорить на другом видео. Но что меня интересует, посмотреть в эфирном плане, как оно происходит, это использование символов, то есть этот символ цельнозора. Я не говорю о его бизнесе, там, когда они там в магазине продают. Это тоже, между прочим, один из признаков а, тоталитарной секты. Это бизнес на символике. Да, они там продают эти символы и так далее. Наделение символа магическими какими-то а, значениями и так дальше. То есть какую роль играет символ? Раз. Второй вопрос хочу узнать. Это вызывание духов. Наше пространство устроено таким образом на физике, и точно так же работает все и в эфирном плане. Все, что вся энергия, которая нам не подходит, которая нам вредна, она должна быть спрятана. Ну, например, туалеты, да, все, что выходит из человека, и то место, оно спрятано под бельем, в штанишках, под юбочками и так дальше. То есть это не нужно всем видеть. Куда оно там пошло,
этот отработанный материал, тоже никто его не должен видеть. Оно где-то по канализации куда-то уходит и там утилизируется. Точно так же происходит в эфирном плане с этими отработанными энергиями, которые не подходят для жизни. Пространство так устроено, что эти отработанные энергии, они опускаются вниз, то есть уходят, потом они идут на переработку, на утилизацию, ну и так дальше. Все как на физике. Что обозначает вызывание духов? Во-первых, это какая-то помощь извне или на что люди концентрируются, когда хотят вызвать дух. Ну, Одни это делают так, интерес поиграть или остросюжетные какие-то насмотрелись. С другой стороны, это ты, конечно, загнул со словом помочь, помощь, да? Потому что эти помощники, у нас сколько людей уже за эти 2 года? Тысячи людей прошли сеансы очищения или, скажем так, другим словом, исправления психики от воздействия этих помощников. Сегодня я зашла на канал Лидии, то есть был нормальный человек, адекватный. Она проходила сеансы очищения. Она дышала по методу Свияша и с помощью моих уже медитаций. То есть человек работал. Я зашла на канал, потому что YouTube написал мне письмо, что то видео, которое было у нее со мной, я не хотела, чтобы мое видео фигурировало у нее на канале. Но я сегодня посмотрела, наконец-то, на ее канал. Этот человек сошел с ума, да? Просто сошел с ума человек. То есть о чем она там говорит с этими символами, с этим всем, это же непонятно. Нормальный человек этого понять не может. Это полный бред, это сумасшествие, это секта. И одной из такой отличительной чертой является этой секты. Это своеобразный кодовый язык. То есть те словеса, которые нормальный человек в обычной жизни понять не может, только посвященные. Так вот, меня интересует такой вопрос, особенно нужно рассмотреть, вот это вызывание духов. Символы, духи. И третий вопрос, это 3 вопроса я хочу посмотреть. Все остальное не сразу, да, это потом. И хочу еще посмотреть на такой вопрос. Правда ли, что Илья Мамаев– это проект КГБ, или как она называется, эта служба? То есть, ну, скажем так, спецслужб Кремля. Конкретно кто за ним стоит и почему он выбрал именно Мону, чтобы взломать ей мозг. Она мне сама, то есть это информация из первых уст, она сама мне рассказывала о том, как он залез ей в голову и изменил ей реальность, изменил ей воспоминания и навязал ей мысль о том, что во всех воплощениях она молодой умирала, что неважно, это жизнь, можно умереть вот ради Ильи. Психика не может выдерживать бесконечные нагрузки психического воздействия. Происходит взлом психики, и есть точка невозврата, после которой уже человека невозможно вернуть его психику в нормальное состояние. Человек просто сходит с ума. И я это вижу на примерах этих людей. Я вижу, я не знаю о других, потому что я их не знала. Но этих людей я очень хорошо знала. И Мону, и эту Лидию, и Надежду. И я знаю, как они изменились. Это просто жесть. У других людей, ты говоришь, помощники. Какие же не помощники? У кого-то рак начался, у девочки 19 лет, да, я не знаю, она больше к нам не приходила, что с ней случилось. У многих, то есть приключились обострения заболеваний. Машины ломались, животные с ума сходили, что только не было. Это у нас все на канале есть.
А меня интересуют эти 3 главные вопроса. И самый важный вопрос, какие есть доказательства того. Потому что если я поставила цель, я найду эти доказательства на физике, да, что он сотрудник спецслужб. Но меня интересует, как это происходит на эфирном плане. Я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да? Что ты видишь? Ну, вижу, как будто бы кто-то, как отрезок какой-то, здесь и здесь, но стоят как фигуры какие-то, считываются часовые. И они в руках держат, они в таких как будто мундиры какие-то черно-белые, а в руках держат такую полосочку. Ну, скажем так, это по линии горизонта. Под этой полосой находится такой шар какого-то беловатого цвета. Угу. Считывается, да, ну ладно, хорошо. Хорошо, Виктория. Давай отсоединись от всех и всего. Да, Давай найдем в эфирном пространстве эту структуру цельнозор, или что это, чем она является в эфирном плане. На счет 3 ты это увидишь. 1, 2, 3. так, снова увидела этих часовых, но так я была как будто очень высоко, и они маленькие были. А сейчас я просто вижу такой циферблат. И этот, который стоял как бы справа, от правой ноги, у него такой циферблат большой на руке, как часы. Угу. Так, считай эфирная ДНК. Кто это? У кого этот циферблат находится? Кто он такой? Считывается Мишустин. Лицо там. Там Путин, Мишустин, а слышу Мишустин. И сразу такая пошла в сектор магии Угу. подключка. Так, а что это за циферблат, который у них находится? Он выглядит, он не плоский, как на часах, а он как шар такой, который переворачивается туда-сюда. Угу. Считывается ось познания. И там такой, как будто бы кто-то воткнул такую палку черную, считывается ось познания зла. Угу. Так, а сам шар как считывается? Этот циферблат, он как шарик такой. Это вот, но это часть этого эгрегора Угу. всего. Давай посмотрим, какая функция у этой части, какие свойства В он этой части. имеет. Угу. Эта часть. Я слышу проект, долголетия, слышу Мишустина. Угу. Так. А кто он такой? Ну, сейчас Какое-то он... лицо вижу, да. Угу. Но там рядом другие лица. Они как будто бы замешаны в одном помесе таком. Вижу там лицо Путина, который как будто бы лежит, Угу. и только его голова, а, как бы такая, ну, светится. Ну, не то, что там лучи, просто такая светящаяся чуть-чуть. А тело лежит. И тоже это все в секторе магии. Угу. Вот. Так, хорошо. Значит, что в этом главное? Вот этот... Как относится вот этот Мишустин и этот циферблат с цельнозором? Есть ли какая-то связь?
вижу, что вот с другой стороны еще один часовой там стоит. Это тот, который как бы по правую ногу от объекта. А объект у нас Мгм. это вот этот цельнозор. Я вижу, что вот эту м, полосочку, которую они держат, оно считывается как натяжение пространств. И там еще один есть с левой стороны. Колдун Мгм. какой-то. Так, Давай что это посмотрим, за кто колдун? еще один. А Мгм. этот по центру, этот как цельнозор, он как бы выпячивает, такой черный, как рог или гора, вот так эту полосу, вот так, или горизонт этот, вот так выпячивает. Сейчас Мгм. это замораживаю, посмотрю, кто там еще держит. Посмотри, Виктория, кто эти часовые, да? Так ты и сказала. Да, да. Мгм. Кто Кто тут? они такие? Да, приказываем встать по старшинству, этим часовым, снять иллюзии, приказываем снять иллюзии, А принять у вид. другого я Мгм. вижу лицо Си. Мгм. Си Цзиньпинь? Да, он стоит, и у него тоже такие часы. Его Мгм. лицо прямо такое красно-черное. И левой рукой он тоже вот так с этими часами, такими вот, как будто бы земной шар поделен на такие меридианы. И он держит это натяжение межпространственное. Мгм. Так, Там значит, же Ленин находится, энергия Ленина. Он энергия. коммунист. Да, Коммунистическая партия Китая. Ага. Так, И давай, получается да. такая вот Мгм. конструкция. Они вот так стоят, а изнутри, снизу, там какой-то колокочет, Мгм. какая-то черная дыра, и поднимается вот так вверх, и это пространственное натяжение, вот так оно выворачивается. Так, а сколько их там? Вот это Си Цзиньпинь, Мишустин, кто еще? Ну, там, где они все стоят как будто бы по разным сторонам, Мгм. а, но сходятся ниточки все в одну, в сектор магии. И там этот Ленин, Сталин, Путин, и все они лежат, как мертвецы. Мгм. Какой-то некрополь, как будто. Ну да. Так. Мгм. Так, а посмотри, поднимись чуть выше, посмотри всю эту структуру целиком. Что это такое? Там выглядит как будто такой, вот эта штуковина, которая вылазит, как рог, э, Мгм. Круг. поднимает этот горизонт, оно считывается вот как мозг, который вот так кромсают, буквально кромсают такими огромными ножами. Мгм. Так, Э, что это за мозг? Это черная гора или как рог. Этот Мгм. мозг, он считывается как мозг Люцифера. Мгм. Демоническая власть над планетой. И вот оно имеет отношение к этим часам, которые в виде глобуса, да, э, Мгм. но и считывается расчленение пространства. М, Это некоторый механизм или эгрегор. Да, да, это вот этот эгрегор. А сейчас я посмотрю, где в этой системе находится эгрегор Цельнозор. Мгм. По сравнению к этой всей машине, это можно назвать вся общая машина. Вот, он выглядит как такая маленькая какая-то полосочка, которая вот так извивается, как змейка, вот так вот вверх, Мгм. из сектора интерферентов. Мгм. Оно так движется, и там я вижу этот символ цельнозора,
который считывается как сетка, рыболовная сетка. Мгм. И этот символ цельнозора, и оно как захватывать. И вижу, что оно вот так, как будто бы живой мозг вот так разрезает, захватывает в этот символ, в эту сетку, а потом кто-то просто с ножей это пожирает, сущности. Мгм. Так, цельнозор какую роль играет в этой системе? Сейчас я его найду. Мгм. Я вижу, что он эти часы как будто бы шестереночку вот так подкручивает. Прямо слышу такой скрип, Мгм. звук, знаешь, как закручивают часы. Мгм. Что это за действие? Я вижу, он находится в секторе магии, подкручивает эти часы, а здесь вот так бах, как взрыв огромный, ядерный взрыв. И Мгм. считывается, и у него тоже на руке тоже такие же часы. Мгм. Так, вот это он находится в секторе магии по отношению к кому, Виктория? Я вижу, что я слышу земля. Вот этот за этой штукой черной, что вот так как гора выходит, да, как Мгм. мозг этот, оно закрывает, как занавеска закрывает что-то, да. Закрывает, и я вижу там такое пространство светящееся, считывается земля. Сейчас я посмотрю. И там я вижу как глобус, только не глобус, а просто шар светящийся, в котором, я слышу, рождается жизнь. Это такой, как сердце. Там оно Мгм. вот так крутится, так энергия крутится, и считывается, что зарождается жизнь. Это механизм зарождения душ. Душа планеты, и здесь я вижу, что зарождаются души. Мгм. И там такое считывается огромное дерево. А, корни и ветки, они вот так как бы связаны и с сектором первоисточника. А там, когда я смотрю в ту сторону, где я слышу дуновение жизни, Мгм. получается, оно выглядит как в таком холодном космосе. ам, Вот такая теплая земля, где зарождается жизнь. А внизу, под этой планетой Земля, находится вот этот, я слышу, дьявольское управление Землей, то есть власть. Она отдельно от зарождающейся жизни. Мгм. Так, и вот это дьявольское управление, связано с цельнозором. Он оттуда как растет. Вот эта черная вся энергия, а у него какая-то как многожильный плоский провод, который вот так тянется оттуда снизу. Мгм. И он как на пружине на этом проводе. А там, когда я посмотрела, а откуда этот провод? И я вижу, что там такой символ цельнозора, и как будто бы топчет кто-то. Знаешь, сразу идет из Библии, эм, как топтать гне- э, души человеческие, тела, то есть проявлять гнев. И я вижу, что со всей, ну, такая там энергия, как будто кто-то со злостью, как будто бы выдавливают вино ногами, знаешь. Мгм. Но там я вижу эти люди, они вот так, некоторые поднимаются, руки,
поднимают, просят о помощи, а он так топчет их ногами. Я так и слышу: тоталитарная секта. И слышу: брюхо, брюхо. Это Мгм. находится как будто в брюхе ам, в этой демонической, власти, в эгрегоре демонической власти. То есть это как эгрегор в эгрегоре. Мгм. Так, вот этот эгрегор Цельнозора, какую роль он играет во всей этой системе дьявольского управления? Топчет. Вот это топчет. Насилие? Да, это топчет, топтать, как из винограда с цельного выжимают сок, а труху выбрасывают. Вот точно так же я вижу эти души, которые, боже мой, прямо слышу, как эти крылья, кости, все, знаешь, так хрумтит. Но когда я Мгм. смотрела свысока, оно не так. Но я не слышу. А когда приближаюсь, то я слышу, как кости хряпают вот так под этими ногами. А у него Мгм. такие, как рога на голове, как будто бы светятся рога. А, Мгм. приставка такая, считывается приставка, как будто бы кто-то положил такой предмет, как корону с двумя рожками. В секторе магии находится источник. Я вижу, что это люди. У них вот здесь, здесь число 9, я слышу. Вот здесь, На лбу? там, где третий глаз. Мгм. Они отдают ему. Смотри, как интересно. Все тело имеет, можно расписать как, цифровые коды, человека. Ну, это можно посмотреть, так, это имеет такую цифру, такую, такую, такую. Это формула, сотворения человека. Но когда приближаешься ближе, то там целые формулы, там уже не одна цифра, а много цифр. И они эту силу, формирования, будущего и формирования реальности ему отдают, а он это, выставляет как что-то хорошее. Поэтому эти рога его светятся, потому что они состоят из одобрения адептов. А вместо Мгм. этого они получают в сердечной чакре, то есть в сердце, неправильно говорить чакра, а правильно говорить сердце. Потому что, чакра сама по себе не может, держаться ни на чем. Она держится на проявлении физических параметров, то есть физического тела и физических проявлений: доброта, отношение к чему-то и так дальше. Когда люди говорят о чакрах как о чем то отдельном, это эзотерика, которая оторвана от реальности, от физической реальности. И это, а, с помощью этих, махинаций с энергетическим телом человека, я буквально вижу, как разрывают, духовную связь, то есть душу отделяют от физического. И поэтому тело, я слышу, падает. То есть и тогда у людей начинаются вот эти проблемы, с которыми они к нам приходят после, этих, посещения этой секты и этих Мгм. всех, штуковин. Ну хорошо, Виктория, давай будем последовательны. Ты посмотрела, Это что твоя он. работа, потому что Да, я тут летаю, мне интересно, я да. туда-сюда, куда посмотрю, в глубину еще больше чего-то Мгм. найду. Да, Виктория, вот он топчет, это Да, структура цельнозор топчет. Вот да. зачем, для чего важно этой структуре это делать? С какой целью это происходит? Для нее Я нужно. слышу, чтобы отдать жизнь Мишустину. Снова какой-то Мишустин. Вижу его лицо симпатичное. Мгм. Лысоватый. Да, такой полненький. Мгм. Ну, он Голос сейчас у него красивый. должность председатель правительства РФ занимает, высокая должность. А вот этот, с глазами такими опухшими, Мгм. он выглядит как призрак, вытянутый, длинный.
А у этого лицо красное, как маска, то есть он принял на себя не то, что ему положено. Так, еще раз вернемся к вопросу, зачем цельнозору важно это топтать людей? Что значит по отношению к Мишустину? Я вижу, что Мишустин вешает какой-то знак эм, ему Мгм. на вот сюда и и сюда. Этот знак похож. Так, сейчас я посмотрю. Он Мгм. похож, как английские короли носили, таких много звезд, ну, звездочка с такими много этих. Мгм. Орден, там вот этот с многими язычками такими. Да, Треугольник. он вот такой символ ему цепляет на грудь и на Мгм. лоб. Пожимает руку и вижу, что дает какой-то ему документ. Я Мгм. слышу «Миссия ограничения». Этот документ Так, называется. кому он дает этот орден, Ну, этому бородатому. приказывает ему бородатому назваться, кто он такой на физике. Ну, вот я вижу, и он говорит, что он Илья. Цельнозор, говорит. Мгм. А я спросила, почему он цельнозором называет себя? А он показывает, что на этой бумажке написано «Цельнозор». Мгм. Так, приказывая этому Мишустину, отвечает, что это за документ он передает этому Илью, что это такое. Он говорит «Документ разграничения». Мгм. Что это за документ такой, Виктория? Давай посмотрим. Ну, сейчас я возьму его, посмотрю. Мгм. Вверху я вижу там этот символ цельнозоровский. Он как-то крутится. Как Мгм. будто бы крутится и вот так какими-то лопастями, вот так как загребает, как ковшом сверху. Так. А внизу какие-то списки пошли Мгм. под номерами. Сейчас я Мгм. посмотрю. Черные Посмотри, Виктория. списки, они как будто Мгм. бы струпьями покрылись. Сейчас я приказываю ему убрать все. Все эти. Ограничения. Что за ограничения? Восприимчивости, ограничения, разделения. Скрыты, секрет. Там гриф стоит «секрет». Мгм. Я приказываю ему отвечать, потому что это наше пространство, я имею право все знать. И вдруг я из этой бумаги достаю, как будто бы изнутри, такую сияющую бумагу. Она Мгм. живая такая, крутится. Так. Что это за бумага такая? Вот она крутится, она как бы повторяет вот это колесо жизни, я слышу. Только оно искусственное. Вот там эти цифры, вот как человека разбили по цифрам, Мгм. вот эти цифры. То есть эта бумага не является Сейчас я живой, да? посмотрю, Мгм. что это за бумага. А, Я слышу психотехнологии. То есть в этом документе э, Это так, инструкция, оно считывается как инструкция. инструкция. Как инструкция. Мгм. Так, это получается Мишустин передал эту инструкцию этому Илье Тельназору? Да. Мгм. Так, что в этой, что он инструктирует? Да, Ну, что это за сейчас я инструкция? вижу, как будто бы голова человеческая, а на ней много таких, как присосочки с проводочками. Мгм. А, Слышу нейронные связь, ломать.
нейронные связи, ломать психику. Мгм. То есть Мишустин передал какую-то технологию или Цельнозору по взламыванию психики. Правильно я понимаю? Правильно я Ну, понял? приблизительно так, да. Мгм. Так. Это между ними какой-то договор или контракт получается? Ам, Когда вот это Мишустин ему дал, Мгм. то я вижу, что Илья принял такие черные глаза. С этой бумагой у него как бы в голове за его глазами еще одни черные, такие как шарики, очень черные глаза, как у улитки, а шнурочки от этих глаз тянутся в сектор интерферента. Мгм. Что это за глаза? Какие свойства они имеют? Так, оно уходит, я слышу, потусторонний мир, Мгм. мир эгрегориальных отходов. И снова вижу этот многожильный провод к Илье, который тянется из сектора интерферентов. Мгм. Он как бы подпитывается той энергией черной. Хорошо, Виктория, вернись к этому Мишустину. Да. Этому Мишустину приказываю ему отвечать, зачем ему это нужно передавать, эти инструкции этому Илье. Зачем это ему нужно? Мгм. Снова я вижу этот взрыв черный, как будто бы все взрывается. Так, конкретно приказываем этому Мишустину отвечать для него, зачем ему это лично нужно. Тут я вижу, как он идет, как будто бы взбирается по ступенькам вверх. Мгм. И у него такая, как накидка, как будто бы из золота сделана. Вот, тянется, а, он поднимается, вот так поднимается вверх по ступенькам, вот так ступеньки идут от сектора интерферентов, идут, и они вот так идут, идут, а здесь они как бы поднимаются вверх, верхние ступеньки из сектора магии, как на шарнире на таком. Мгм. И он в таком плаще, он садится, считывается на трон, на золотой трон. Мгм. Захват власти, человеческой власти. Так. Этот Мишустин по ментальной карте, какое он занимает место по отношению к сознанию Земли? Он в секторе магии, и он, м, в руках появляются у него такие большие ножницы. Я слышу "раскроить", я слышу. И вдруг слышу Украину. Мгм. Так. Но Каким они там образом? все стоят. Вот этот Мгм. Мишустин, ну, он активничает. Этот, с глазами с такими, что-то фамилия не идет, но лицо знакомое.